Глава 4. Космическая музыка. С тех пор, как спутник вышел на орбиту, интерес к звездному миру значительно возрос. Однако это не дало человечеству ни понимания действия божественного плана, ни необходимого морального мужества, чтобы противостоять испытаниям и невзгодам повседневной жизни. Но жизненно важно, чтобы мы пришли к пониманию законов, управляющих Вселенной вокруг нас. А этого не может произойти до тех пор, пока оккультные науки не будут должным образом признаны и не получат должного значения среди других современных наук. Этот факт был предвиден оккультисткой Еленой Блаватской, которая в последней четверти XIX века заявила, что астрология должна быть признана душой астрономии, если только последняя не должна производить ничего, выходящего за рамки материальности. Сегодня ученые много говорят об астрономии и ее достижениях, но проявляют нежелание принимать правду об астрологии. При этом и массам, и ученым придется признать существование духовной силы, что потребует тщательной ориентации их жизни. Некоторые из величайших астрономов, а именно Кеплер и Ньютон, не только верили в точность астрологии, но и сами сделали множество правильных предсказаний. Современный человек скептически относится к признанию истинности звезд, к пониманию взаимосвязи между удаленными планетами и крошечными индивидуумами, которые живут и перемещаются по этому земному шару. Древние индийские правители рассматривали планеты как живые существа, могущественные существа праджапати, которые помогали Логосу выражать свою волю на этой земле. Буддист Джинараджат, описывая влияние 7 планетарных логосов, утверждает, что каждый из 7 является главой и правителем иерархии творческих сущностей, которые работают под его руководством над созданием и поддержанием Солнечной системы. В книге Дзен упоминается, что отец и мать плетут паутину, верхний конец которой прикреплен к духу, свету единой тьмы, а нижний к ее темному концу материи, и это паутина Вселенная. С точки зрения астрологии Солнце символизирует отца, а Луна – мать. И между этими двумя планетами расположены все остальные. Действительно, Солнце и Луна – это отец и мать, свет и субстанция, из которых развилась эта Вселенная. То, как эти планеты влияют на микрокосмическую эволюцию, является тайной, известной только адептам. Во время презентации, когда постепенно раскрывается взаимосвязь между жизненной энергией праны, исходящей от Солнца, и различными силовыми центрами, чакрами, расположенными в человеческом теле, можно порассуждать о влиянии этих планет на расцвет и падение человеческих цивилизаций. В конце концов, именно благодаря изменениям человеческого темперамента меняется социальный порядок. Американский ясновидящий доктор Эрнест Вуд классифицировал 7 основных темпераментов человека по 3 аспектам божественности, а именно Брахма, Вишну и Махеш. Личности, которые в основном озабочены субъективностью проявления, группируются под аспектом творения Брахмы. Те, кого интересует объективный аспект, классифицируются под Вишну, а Господь Шива производит синтез всего. Согласно первым 2 категориям, дальнейшая классификация производится в соответствии с преобладанием Сат, Чит и Ананды. Эти 3 элемента на субъективном плане выражаются через Солнце, Луну и Меркурия, а на объективном плане через Марс, Юпитер и Сатурн. Функция Венеры заключается в создании гармонии синтеза между материальностью и духовностью, между субъективным и объективным аспектами жизни. В результате такого взаимодействия различных принципов творения возникают эти 7 человеческих темпераментов, и, следовательно, с различным акцентом на разные темпераменты на разных этапах человеческой истории объясняется расцвет и падение различных человеческих цивилизаций. В таблице представлены различные планеты с их влиянием на человеческий темперамент и структуру цивилизации. Однако эту таблицу следует рассматривать как чисто рекомендательную. Развитие человеческой цивилизации было отмечено на разных планетах. Профессор Джоат и другие рассматривали ход человеческой истории как образец постоянно растущей спирали прогресса. Но астрологическая интерпретация микромира проливает интересный свет на эту концепцию циклического прогресса. Полярные и гиперборейские расы эпохи Эоцена и Олигоцена, существовавшие от 60 до 38 миллионов лет назад, не имели костного скелета. Их носители целостности, астроэфирные и эфирно-эфирные тела, выглядели очень похожими на скопление эфирной материи, чем-то напоминающие клубы дыма, плавающие в плотной атмосфере, если конкретизировать сновидение. Изменчивая и пластичная природа Луны нашла отражение в каждом строении этих рас. В первых 2 подрасах каждой цивилизации лунные особенности отражаются в ярко выраженных величественных церемониях, не имеющих себе равных по своему великолепию. Когда в эпоху Миоцена, около 25 миллионов лет назад, произошло разделение между мужским и женскими принципами творения, проявились сильные эмоции и огненная природа человека. Это был период, когда Марс правил цивилизацией. Именно в этот период произошли великие землетрясения.
Остров Пасхи, который относится к этому периоду, имел свое вулканическое начало. Именно в этот период человек стал физическим существом, и его интерес к Земле возрос. Прометей похитил Землю с небес под влиянием Марса. Меркурием управляли расы с аналитическим складом ума, эгоистичные и самовлюбленные, в основном китайцы, японцы и североамериканские индейцы, которые развились впоследствии. У этих рас был подчеркнут логический характер. Они различали различные типы социальных отношений. Каждый оттенок официальности определялся этикетом. Арийская раса с ее универсальными представлениями об истине, добре и красоте управляется Юпитером. Общественный порядок, признание Антахкарана и симфоническая музыка, в отличие от мелодии, выражают синтетическую природу планеты Юпитер. Европейцы и большинство индейцев находятся под влиянием Юпитера. Говорят, что цивилизация будущего зарождается в Соединенных Штатах Америки. Жизнь, которой живет американский народ, и инициатива, которую он проявляет в мировых делах, творческое стремление к новым идеям и развитию всеобъемлющей жизненной философии, в которой предполагается синтез науки, философии и религии, указывает на то, что Венера начала оказывать влияние на будущий ход событий в этой стране. Подводя итог, можно сказать, что влияние планет имеет далеко идущие последствия. Эти отдаленные сферы божественной энергии воздействуют на каждый атом бытия и излучают различные силы, основанные на принципе космического мышления, в котором царит совершенный порядок. Эти 7 планет подобны 7 нотам музыки, на которых космический разум играет свою бесконечную мелодию. Знать их значит сотрудничать с ними.